Привет! Это лучший YouTube канал про пересказы фильмов. И сейчас будет еще один прекрасный фильм, название которого ты найдешь в описании к видео. Ну а мы начинаем. Вуди Дин и Нелл Бэдвард – соседи и бывшие друзья детства, которые ходят в одну школу, но в остальном совершенно разные люди. Вуди – популярный футболист, а Нелл – девушка, которая любит литературу, но не умеет общаться с людьми. Они ненавидят друг друга и постоянно спорят. Однажды их класс отправляется на школьную экскурсию в музей, и им приходится вместе работать над заданием. Они быстро начинают спорить перед статуей древнего ацтекского бога Тескатлиопи. Пока они спорят, статуя накладывает на них заклятие, в результате чего на следующее утро они просыпаются в телах друг друга. После, когда они приходят в школу, то сразу же обвиняют друг друга в подмене тел, но соглашаются притвориться другими людьми, пока не найдут способ поменяться обратно. Первое время им это удается, но они быстро возвращаются к спорам, когда каждый из них чувствует, что другой искажает их в противоположном теле. Например, Вуди в теле Нелл странно отвечает на вопрос и удивляет учителей. На следующий день Нелл в теле Вуди приходит в школу в чиносах и оксфордской хлопчатобумажной рубашке, из-за чего Вуди выглядит придурковатым, что расстраивает Вуди, и он расстраивается еще больше после того, как узнает, что Нелл провалила тренировку Вуди по футболу в предыдущий день. В качестве мести Вуди в теле Нелл на следующий день одевается в неподобающую провокационную одежду. После школы Нелл в отместку расстается с Брианной, подружкой Вуди, к большому разочарованию Вуди. Их соревнование в унижении продолжается, когда Вуди уезжает с парнем-байкером Ники и заставляет Нелл думать, что она собирается лишиться девственности. Однако Вуди решает, что это как-то по-гейски, и бросает Ники как раз в тот момент, когда тот снимает с себя одежду. На следующий день Ники распускает по школе слухи о своей ночи с Нелл. Когда Нелл узнает об этом, она очень расстраивается. После Вуди находит Нелл, он признается, что на самом деле не лишал Нелл девственности, и что все просто распространяют ложь Ники. Однако Нелл все еще расстроена, и Вуди решает противостоять Ники. Оказывается, что Вуди в теле Нелл не может с ним бороться, и Нелл подбегает и бьет его по лицу. После этого Нелл и Вуди заключают перемирие и понимают, что статуя Тескатлипоки в музее как-то связана с их обменом телами. После они отправляются в музей и даже столкнувшись с статуей, не могут вернуться в свои прежние тела. Они понимают, что им придется помочь друг другу в двух важных предстоящих событиях. Нелл должна научиться играть в футбол, чтобы Вуди смог сыграть в футбол. А Вуди должен изучить поэзию и литературу, чтобы Нелл смогла пройти собеседование в Йельский университет. Позже, той же ночью, Нелл напивается на вечеринке, а Вуди торчит на скучной вечеринке, слушая все сплетни о себе в окружении лака для ногтей, пижамы, тапочек и делают эпиляцию бикини. Проведя так немного времени вместе, Нелл и Вуди очень полюбили друг друга и начинают лучше понимать себя. В ночь перед собеседованием и матчем они договариваются пойти на танцы выпускников вместе, как не на свидание. В день собеседования и матча Вуди отправляется в Йель на собеседование и сначала все портит. Его просят уйти, но он начинает говорить о поэзии в рэпе, что впечатляет и удивляет интервьюера. После этого он идет на футбольный матч и наблюдает, как Нелл на последних секундах забрасывает победный тачдаун. Рекрутер колледжа замечает его хорошую игру и хочет поговорить с ним позже. После игры они поздравляют друг друга с успехом. Вскоре после этого заклинание снимается, и они успешно возвращаются в свои прежние тела. Сцена заканчивается тем, что Вуди целует Брианна, а Нелл уходит домой, очень расстроенная. На следующий день Вуди пытается поговорить с Нелл, но его останавливает ее мать, которая считает семью Вуди необразованной. Нелл получает письмо о принятии в Йельский университет, что означает, что ее собеседование, проведенное Вуди в ее теле, прошло успешно. Однако она все еще расстроена из-за Вуди и решает не идти на танцы в честь выпускного вечера. Тем временем отец Нелл беседует с ней на крыльце о Вуди, во время которой она признается, что он ей действительно нравится, и отец дарит ей платье, туфли для танцев. Позже Вуди и Брианну выбирают королем и королевой бала. Когда король и королева готовятся к танцу, расстроенный Вуди видит Нелл, и оба признаются друг другу в любви. После они вместе покидают школу и целуются перед своими домами.
В финальных сценах этого фильма Нелл говорит матери, что берет годовой отпуск перед поступлением в Йельский университет. Она садится в машину к Вуди, и они вместе, улыбаясь, уезжают. И на этом моменте фильм заканчивается. Друзья, что скажете про этот фильм? Напишите в комментарии, мне будет интересно услышать ваши мысли. Пожалуйста, поставьте также лайк и подпишитесь на мой канал. Я советую вам посмотреть и эти видео. Желаю вам хорошего дня и до скорой встречи.